Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же судьбоносные перемены вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, господи, господи, жарища несусветная. Ребят, а напишите мне, сколько градусов у вас сейчас? Давайте сегодня необычный опрос, вернее, сделаем. Это просто трешняк, я уже плавлюсь просто. Итак, ну, смотрите, вы человечек такой, который очень щедрый. Щедрый во всех отношениях, да? Вы можете поделиться и денежкой, вы и советом, и делом, ну, чем угодно вы можете помочь. Вы помогаете вплоть до того, что даже незнакомым людям, кто-то, может быть, там нищим подает, да? Кто-то бедную там собачку бездомную может пригреть. Ну, то есть вы такой человек, который жалеет всегда и всех, не только своих родных и близких, да? Плюс вот вашей щедростью частенько пользуются, да? Вот люди же окружающие видят, что вы такой щедрый добряк, да? Поэтому есть и манипуляции, есть и использование. Вы это прекрасно видите, но некоторых вы ставите на место, а кого-то, конечно же, ну, продолжаете баловать своими такими щедрыми подарками, закрываете глаза на какие-то моменты. Но это скорее касается там близких, родных, да, вот, которые, ну, доят вас, да, вот просто доят как корову, простите за такое сравнение. Но, тем не менее, это родные, это близкие, и вы, ну, ничего с этим поделать не можете, хоть прекрасно все понимаете. Вы человечек, который очень страстный, вы любите интим, вы довольно неплохой любовник, тестостерон на месте, да, другое дело, что я вот не вижу как-то особо, с кем этот тестостерон можно было бы потратить, так сказать, да. У многих проиграется, что либо же это какие-то длительные такие перерывы в интимной жизни, да, поскольку женщины рядом я не вижу, ну, я имею в виду такие серьезные отношения. То, что у вас, у кого-то есть вот по дьяволу, однозначно есть какие-то романчики, но это, я думаю, у единиц скорее. Большинство вот ориентированы на стабильность, на серьезные отношения, там, на семью и так далее. Но опять же, романчики проскакивают. Далее. Вы человек, который очень любите справедливость, пунктуальность, да, вы, ну, как правило, прощаетесь с людьми, которые вас обманывают, предают, да, вы не любите лицемерие, лжи, да, и, ну, в принципе, вы можете, наверное, простить только, ну, самых-самых близких людей, да, и то такие, ну, небольшие какие-то косяки. Конечно же, вы не будете терпеть измену даже от близкого человека, это понятно, да. Вы не будете терпеть фальши в работе, да, среди друзей. У кого-то из вас может даже проиграться, что вы потеряли друзей в свое время, да, потому что увидели, что они просто, ну, либо же один друг у кого-то, да, вот, но он то ли не искренний, то ли вы поймали его на каких-то косяках, да, на какой-то подставе, и вы поняли, что человек с вами, ну, волк в овечьей шкуре. Вы человек движения, любите скорость, кто-то любит ездить на машине, кто-то, может быть, даже связан по работе с поездками. Ну, вообще вы такой активный человек, вы особо не любите валяться на диване, да, но только в редкие моменты, да, понятно, когда отдыхаете. А так вообще вы, ну, такой драйвовый товарищ, да, и независимо, сколько вам лет, вы можете заниматься и делать 10 дел сразу, да, вы и там варю, там стираю, там глажу, там огород копаю, там еще что-то. Ну, я утрирую, понятно, но то есть вы поняли, да, что можете много дел одновременно делать. Хоть и говорят, что это привилегия женщин, но тем не менее у вас есть такой талант тоже. У кого-то из вас сейчас проигрываются
Какие-то, то ли это юридические дела, да, это могут быть какие-то судебные разбирательства, может быть, кто-то находится сейчас в стадии развода, кто-то, может быть, находится в стадии дележки имущества, алименты, ну, то есть вот какие-то юридические дела сейчас решаются у вас. Ребят, те, кто вот недавно, да, скажем так, похоронил свои личные отношения, да, вот очень четко показано, среди вас есть те, кто, несмотря вот на боль, которая по десятке мечей у нас, да, все-таки ностальгируете, вот не можете вы отбросить эту женщину. Не можете, потому что очень сильно уж любите, да. Я делаю акцент на том, что те, кто недавно разошлись, да, вот вы не отпустили женщину, как будто вот для вас жизнь остановилась. Вот сейчас находите, ну, в таком жестком депрессняке, что это просто капец капецкий. Ну, и это пройдет, ребят. Это многие переживали, поэтому кто сейчас в таких энергиях находится, я вам скажу, что, ну, вы не один, да. Вокруг вас миллионы людей, которые эту стадию проходили, слава богу, выкарабкались, и у вас это все получится. Просто у каждого нужно свое время. Кто-то за месяц отходит, кто-то за год отходит. Ну, опять-таки, у каждого своя ситуация, свой организм, свои нервы, психика и так далее. Но вы обязательно выкарабкаетесь. Итак, какие же судьбоносные перемены вас ожидают? Давайте будем разбираться. Ух ты! Смотрите, ребят, снова мне показывает, недавно вот, по-моему, было в каком-то раскладе, кто-то из вас то ли обнаружит, ну, возможно, вы диагностику кто-то сделаете на явность негатива, кто-то поймет, либо же сам, либо вы обратитесь к кому-то, да, вы поймете, что есть какая-то магия на вас, причем это может быть любовная магия. Вы об этом узнаете совершенно точно. Может быть, кто-то подклад найдет. Может быть, ну, реально вам просто об этом скажут. Вы будете, конечно, шокированы, хотя такие мысли у вас давненько были, да? Потому что то ли не ладится личная жизнь давно, то ли отношения быстро распадались. Ну, то есть вы в этом убедитесь. Далее, у кого-то из вас назревает грандиозный такой конфликт, но, скорее всего, это может быть либо же по работе, либо это может быть, знаете, еще это может проиграться не как конфликт, а как, допустим, вы живете там, где горячо, да? В связи с тем, я сейчас пытаюсь подобрать такие деликатные слова, в связи с тем, что там довольно горячо, да, может быть, даже вам придется кому-то переезжать. Будьте осторожны, потому что опасность очень близка. Это такие неприятные моменты, но тем не менее, да, чтобы уберечь свою жизнь и здоровье и своих близких и детей, то, может быть, даже кому-то придется, ну, реально переместиться. Особенно может это проиграться там, где рядышком есть вода, может быть, какие-то вот области, я не знаю, там города, села и так далее. Там, где горячо, там, где вода. Может стать еще жарче, придется переезжать. Это такой, ну, очень неприятный момент, смена места жительства, да, когда человек наживал все непосильным трудом, а потом вынужден переезжать непонятно куда, да, но это сумасшедший колоссальный стресс. Да, там будет горячо, там-то будут и отбивать, и все, но тем не менее придется просто, чтобы себя убезопасить, переехать. Поэтому будьте бдительны. Далее. Кто-то из вас вырастет в должности, либо же это будет смена работы, но работа более такая успешная, более высокооплачиваемая работа, в которой вы, может быть, даже кто-то будете начальником. Вы, может быть, даже почувствуете, знаете, ну, такое состояние звездности какой-то период, ну, типа корону оденете, да, вот я же такой на высоте, я же теперь начальник. Немножечко зазвездитесь.
Так, что еще? Кто-то из вас, может быть, станет даже чьим-то наставником. Ну, знаете, как вот приходят, допустим, там на стажировку, да, там студенты, либо же своих там каких-то коллег будете обучать, потому что, ну, вы мастер своего дела, да. Вы умеете и хорошо преподнести, да, вот материал, вы можете быть хорошим оратором, вы можете научить, показать, что и как делать. Кто-то из вас, может быть, реально даже пойдет, опять-таки, учиться, может это быть второе образование. Кто-то из вас, может, даже будет работать в паре с кем-то, да. Это будет касаться либо же тех, кто, ну, хочет свое дело сделать, да, вот у вас будет довольно такой неплохой компаньон, с которым вы будете, ну так, действительно, вот как и друзья, и такие очень тесные партнеры, такие вот соратники, да, вот два в одном. Это классно, когда вот, допустим, два друга открывают свое дело, да. Хотя принято почему-то считать, что на этом дружба заканчивается, да, когда бизнес открываешь. Но я не вижу, чтобы здесь дружба заканчивалась. Наоборот, такой очень классный тандем. Так, что еще? У кого-то пожалует бывшая дамочка. Но это может быть, опять-таки, у кого-то проиграется бывшая жена, у кого-то это бывшая любовница, но дама, с которой вы давно не общались, с которой вы были в отношениях, и неважно, это была семья, либо же это был романчик, но вот дама вас не забыла, очень захочется ей с вами снова сблизиться, даже помириться, я бы сказала, если у вас был с ней конфликт, будет вот как-то атаковать, наседать на вас, да. Но я думаю, вряд ли вы захотите с ней что-то вернуть, потому что очень негативные какие-то воспоминания с ней связаны. Да, здесь, скорее всего, эта дама вам изменила. Здесь были у нее другие мужчины, и вы узнали об этом. Поэтому назад дороги нет. И неважно, любовница это была, либо же жена, да, вот если изменила, это все, это для вас табу стопроцентное. Кому-то из вас будет, конечно же, грустно, печально еще какой-то период. Ну да, это связано с любовью, это связано скорее с таким резким прекращением ваших таких вот отношений, либо же с разводом. Переживать будете тяжело, будет довольно нелегко. Но, тем не менее, через какое-то время вы поймете, что все, что не делается, все к лучшему. Вы сами дойдете до этого, да, хоть какой-то период грусти, конечно же, у вас будет, даже отчаяние, я бы сказала. Кто-то из вас уж очень сильно переживает за свою работу. Есть такой момент, да, у кого-то из вас проиграется, что вы то ли думаете увольняться, да, либо же там какое-то сокращение, реорганизация, да, ну, какие-то такие перетрубации довольно серьезные на работе, очень переживаете, да, боитесь остаться без денег. Но я вам скажу, что без денег вы не останетесь в любом случае. У нас даже туз пентаклей выпал, то есть вы выход найдете. Либо же вы найдете все-таки новую работу, да, либо же какие-то подработки, ну что угодно, да, вариантов может быть много. Но то, что вы, ребят, не будете бедствовать, это 100%. Понятно, что такой момент, конечно, очень переживательный, когда ты не знаешь, да, будешь ты завтра работать, не будешь, увольняться, либо же нет, что делать, куда бежать, куда податься, да. Без денег вы не будете. Еще у вас идет примирение с каким-то человеком, с которым вы, возможно, даже, ну, уже не надеетесь помириться, да, это может быть кто угодно, по работе, это родственники могут быть, у кого-то, может быть, даже женщина бывшая проиграется, но здесь может быть примирение, да, но этот человек будет делать более активные шаги, чем вы. Вы-то пойдете на уступки, да, если это были, допустим, там друзья, компаньоны, кто угодно, вы можете пойти, в принципе, на уступки, да, помириться, ну, осадочек, конечно, останется в любом случае. Если это будет касаться женщины, опять-таки, некоторые, ну, решатся все-таки сделать шаг навстречу, да, вот, то есть вступить снова в эти отношения, но будете все равно очень переживать, вот если кто из вас решит сойти с женщиной, будете присматриваться, будете переживать, и я скажу, что это такое
примирение, оно не будет для вас легким. Вот морально будет довольно тяжело. Кто-то из вас начнет усиленно заниматься своим здоровьем. Могут обостриться либо же какие-то хронические болезни, да, либо же это что-то новое появится. Ну, то есть вы такая впечатлительная натура, будете, конечно, очень сильно переживать. Я думаю, здесь будет обследование, может быть, анализы какие-то, да. Кому-то, может быть, даже придется немножечко полежать в больнице, либо в санатории, да, чтобы укрепить свое здоровье. Но это тоже такой момент, который, ну, нельзя обойти, потому что это здоровье. Предупрежден, значит вооружен. Я бы вообще советовала тем, у кого есть какие-то, ну, может быть, недолеченные болезни, либо же какие-то хронические болячки, которые обостряются часто. Вот пройдите обследование. Вот пройдите и подлечитесь, потому что если вы так пустите все на самотек, будет серьезное обострение этой болезни. У каждого, понятно, она своя. Поэтому вот такой расклад сегодня, ребят, был. Кому что подходит, переворачивайте под себя. Были и приятные моменты, были и не очень приятные, но опять-таки это жизнь, да, и жизнь не может у нас складываться только из шоколада и только из белой полосы. Предупрежден, значит вооружен. Поэтому пользуйтесь, прислушивайтесь. Всем вам удачи, добра и счастья. Кому понравился расклад, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. И всем пока!